Давненько не было хороших новостей, особенно учитывая сами знаете что происходящее в мире. Paramount официально подтвердили сиквел Соника в кино. Фильм хорошо окупился в кассах, и это с учетом того, что его не показали в Китае и Японии из-за карантина. Да и вряд ли покажут. Однако, если бы фильм показали на пару месяцев позже, то он мог бы провалиться в прокате. В этот период Голливуд несет огромные денежные потери, и о сиквеле было трудно говорить. Но, к счастью, все сложилось иначе, и Сонику в кино 2 дали зеленый свет. Я дико рад этой новости, и если ты тоже, то поставь лайк этому ролику. Что я вообще думаю насчет этого? Я очень жду продолжения. Пожалуй, больше, чем новую игру. Как говорят сами создатели, у них большие планы на киновселенную по ежу. Как это сейчас модно у DC и Marvel. Что самое приятное, так это то, что весь костяк команды остается на месте, от режиссера до сценаристов. Последние, кстати, очень поразили своим знанием о лоре Соника и о том, что хотят видеть фанаты. У сценаристов есть мысли задействовать изумруды хаоса, но надо сделать это очень аккуратно. Между прочим, в первом фильме уже есть отсылка на изумруды, если кто еще не заметил этого. Идей у создателей действительно много, вплоть до внедрения Наклза. И я надеюсь, что некоторые из них получат свою реализацию. Очень многое не дошло до нас еще в первом фильме, а что-то вообще пошло под нож. Имеются ранние наработки сцен из фильма, и оно весомо отличается от финальной версии. Я расскажу тебе о самых важных моментах, а остальное ты можешь увидеть у нас в сообществе Sonic Dog Collectors ВКонтакте. Первое, что я отмечу, это, конечно же, перемещение длинного когтя в человеческий мир, где она прожила добрые 10 лет вместе с ежом, после чего ушла на вечный покой. Возможно, сценаристы специально отказались от такого варианта событий, чтобы в сиквеле дать дополнительную мотивацию Сонику и вызвать недоверие к ехиднам. В частности, к Наклзу, на которого, как я уже говорил, есть планы в будущих проектах. Да и выбор в сторону ехидн кажется не таким уж случайным, а еще не дает покоя их схожий образ по Чакамакам, лидером клана ехидн, который появился в игре Sonic Adventure. Возможно, все эти детали подведут нас к истории хаоса, Семи Изумрудам и Супер Сонику. Но самая главная для меня сцена — это диалог Тома с Соником, где Соник признается ему, что его способности проявляются лишь благодаря его эмоциям, после чего он просит у Тома прощения за истерику в машине. Это достаточно важная сцена, которая демонстрирует ежа с новой стороны и проливает немного света на его способности. В фильме нам совершенно не объяснили его природу, но в официальной новелизации фильма на это имеется ответ. В момент, когда Соник бегает по полю кругами и происходит синяя вспышка, в книге это описывается как большой выплеск энергии хаоса, а в игровом каноне это не что иное как Chaos Blast! Так что можно сказать, что Соник сделал свою разновидность Хаос Бласта, создавая электромагнитный импульс, в отличие от того же Shadow, у которого взрыв происходит при участии негативных эмоций, которые уничтожают все на своем пути. И это отлично укладывается в концепцию энергии изумрудов из Супер Соника. Энергия хаоса — самая мощная сила в мире Соника и является основополагающей для изумрудов хаоса. И она также управляется эмоциями. Что самое классное, так это то, что это дает логичный ответ, почему только Соник сможет стать Супер Соником, так как у него уже есть предрасположенность к этой силе, что не могли объяснить даже в играх. Кстати, раз уж я уже затронул внимание на этой сцене с бейсбольной площадкой, то отмечу еще одну деталь. По изначальной задумке Соник должен был плакать, но даже тут сеговская цензура не допустила этого в финальный вариант фильма. Как видишь, очень многое не дошло до конца, и возможно это к лучшему, ибо в сиквеле нам смогут более развернуто рассказать о подобных моментах. Пиши в комментариях, что думаешь сам, стоило он того или нет. Ну а на этом все. Всем удачи и пока.